прибыли в местность под названием Саккара. Здесь, примерно в 30 километрах от Каира, расположен древнейший некрополь столицы древнего царства Мемфиса. Название некрополя происходит от имени бога мертвых Соккара. Перед нами пирамида Тети. Хотя внешне она напоминает просто небольшой холм, внутри скрыто много интересного. По нисходящему коридору, уходящему вглубь на 20 метров, мы спускаемся к мегалитическому основанию пирамиды. Кроме как мегалитами, никак иначе и не назовешь эти огромные, тщательно подогнанные глыбы из известняка. Перекрытие камеры сделано из массивных известняковых блоков, на которых хорошо различим орнамент из пятиконечных звезд. Саркофаг выполнен из граувакки, материала, по прочности сопоставимого с базальтом. По своим размерам этот саркофаг больше, чем те, что стоят внутри пирамид Гизы. Его вес оценивается в 65 тонн. Это единственный саркофаг, на котором имеются выгравированные внутри него надписи, среди которых фигурирует картуш фараона Тети. Но нас больше заинтересовали пропилы на саркофаге, напоминающие следы современных машинных инструментов. Вход в камеру когда-то был наглухо закрыт гранитными блоками. Слева мы видим остатки одного из них, а чуть дальше справа виден и еще один. Мы спускаемся в Серапиум, место, в котором, как считается, были захоронены священные быки, в древнеегипетской мифологии именуемые аписами. Историки относят наиболее древние захоронения к эпохе правления фараона 18-й династии Аменхотепа III. Вес каждого саркофага порядка 100 тонн. Эти саркофаги в несколько раз больше, чем те, что стоят внутри пирамид Гизы. Поверхность саркофага идеально гладкая и плоская. Обычно такие большие саркофаги ставили сверху. То есть копали яму, делали дырку, делали устройство. Как правило, песком засыпали, ставили на песочек, потом песок сбоку убирали, и он опускался вниз. Это стандарт и нормальное понятие. А здесь, посмотрите, потолок сплошной. Вытащить этот ящик или вернее притащить по этому коридору почти невероятно. То есть просто так вот на него вылезти, когда сверху ничего нет? А тогда как? Возможная версия, если этому саркофагу 10 миллионов лет. Здесь раньше не было, да, 10 миллионов лет. А что такого? Гранит простоит и ничего с ним не будет. Здесь было, не знаю, условно какой-то завод. Или еще что-то. Саркофаги вот так вот в рядочек стояли, готовили для своих целей. Потом цивилизация исчезла, море пришло, стало за миллионы лет зарастать ракушником вот этим вот. Все это закрылось доверху. Проходит еще
миллиона лет появляется та цивилизация, которая строит пирамиды. У них, конечно, есть георадары, у них есть исследователи, они зондируют почву на предмет своих предыдущих цивилизаций, обнаруживают эти ящики, подписывают проект о создании галереи истории, выкапывают эти галереи, делают их так, как вот мы сейчас видим. Тут выше пол, тут ниже ящик. Ведь если вы хотите их поставить туда, зачем вам делать вот эту вот трудность себе? Сделали бы пол ниже и поставили ящики. Я думаю, может, сделали какие-то настилы, чтобы людям ходить. Да нет, вот он пол. Вот специально ставили стеклянный этим, чтобы уровень пола. Да. И тогда Ну, понятно. тогда никакой саркофаг ничего не оставили. А все остальное сгнило. Чего Что же они ставить? делают только из Что камня? еще миллионы лет проживет? За миллионы лет у вас ничего не останется. Это может быть Ну, сделано что-то еще из камня Не, делают. ну кусок помимо металла, них. если там забыли, он бы остался. То есть они просто вырубили как-то вокруг саркофага. Дмитрий, а можно ли по этим мятинам определить возраст примерно хотя Я не бы? знаю, как это. Нет, Во-первых, ну, еще помимо неизвестно, что саркофагов, они происхождение все этих как-то методов. жили, что-то строили, что-то они могли еще оставить. А что? Которые там нашли Вот исследовали, скажите, что? которые там, которые там. Видно, что наносили рисунки уже по скошенному, по разбитому саркофагу. Я рядом с ним, чтобы видно, как насколько он большой. А что, так можно? Вот эти вот смотри, Переходку сделайте. Ага, ровно, да? вообще, да, идеально просто. А это не риски, вот посмотрите, а углы? Вот можно очуметь. Ребят, мы здесь остались на следующие 5000 лет. Крышки саркофагов сдвинуты примерно на одно расстояние, достаточное для того, чтобы внутрь можно было свободно влезть человеку. Но кто сдвинул эти массивные крышки? Расхитители могил? Или саркофаги уже стояли в забвении много веков, а древние египтяне, обнаружив их, захотели выяснить, что они скрывали? Однако не все крышки сдвинуты в сторону прохода, некоторые сдвинуты от него. Тогда не совсем ясно, каким именно образом их сдвигали, ведь приходилось бы стоять в очень узкой и неудобной нише позади саркофага, где, вообще говоря, тяжело развернуться. Надписи на саркофагах сделаны довольно небрежно по сравнению с качеством обработки самого саркофага. И похоже, что они были начертаны уже совершенно другой цивилизацией.